Вашему вниманию предоставляется видеооперация пациентки 35 лет, обратившейся в нашу клинику с полным вывихом мутного хрусталика в витреальную полость. В анамнезе у пациентки миопия высокой степени. Несколько лет назад была закрытая черепно-мозговая травма в результате дорожно-транспортного происшествия. При осмотре пациентки за щелевой лампой собственный хрусталик смещался на глазное дно и не визуализировался в проекции зрачка. Однако на операционном столе он левитировал, что позволило нам предпринять попытку ультразвуковой линзэктомии через тоннель роговицы. Операция выполнялась на операционной системе ЕВА фирмы Дорк. Установлены 3 порта 25 гейдж. Через ирригационную канюлю шла постоянная подача жидкости со скоростью от 7 до 9 мм ртутного столба. На время ультразвуковой фагоэмульсификации катаракты подача приостанавливалась. Через порт на 2 часах световодом производилась поддержка хрусталика со стороны витреальной полости, чтобы избежать его дислокации. Выполнялась ультразвуковая фагоэмульсификация катаракты вместе с капсульным мешком. Параметры работы: ультразвук пульсовой мощностью 50, подача ирригации 35 мм ртутного столба, вдвое меньше, то есть 70, при стандартной технике ультразвуковой фагоэмульсификации катаракты. Это делалось с целью уменьшить давление потока жидкости на хрусталик и минимизировать риск дислокации фрагментов в витреальную полость. Периодически наконечник фагоэмульсификатора приходилось выводить из передней камеры, поскольку волокна передних отделов стекловидного тела засасывало в инструмент. С помощью витреотома производилось удаление волокон передних отделов стекловидного тела. Далее производилось формирование 2 конъюнктивальных карманов на 6 и 12 часах с основанием вдоль лимба, длиной 3-4 мм. Диатермокоагуляция сосудов эписклеры. Имплантация интраокулярной линзы Аспира традиционным способом через тоннель роговицы. Для избежания гипотонии глазного яблока осуществляется постоянная подача жидкости через ирригационную канюлю со скоростью 9 мм ртутного столба. Через тоннель роговицы на 11:30 производится поочередное выведение опорных элементов интраокулярной линзы с наложением швов 10-0 полипропилен на длинной игле на расстоянии 2/3 от оптической части линзы. Шов накладывается таким образом, чтобы узел был обращен к наружной грани прямоугольного профиля дужки линзы. Шов затягивается. На расстоянии 2 мм от лимба на 6 и 12 часах поочередно по модификации аб интерна, то есть изнутри, через зрачок, через плоскую часть цилиарного тела, трансклерально выводится игла с нитью, фиксирующей каждую из дужек. Далее выполняются Z-образные швы через эписклеру, завершающиеся наложением узлового шва. Узловые швы на конъюнктиву 8-0 викрил. С помощью витреотома производится удаление волокон стекловидного тела в проекции зрачка. Базальная иридектомия на 8 и 2 часах для исключения вероятности возникновения в послеоперационном периоде заднего блока. Затем производится визуальный контроль витреальной полости на возможность смещения фрагментов хрусталика во время фагоэмульсификации катаракты. Таких фрагментов не обнаружено. На наш взгляд, успех этой операции состоит в том, что, используя современные принципы микроинвазивности при хирургическом лечении, удалось убрать дислоцированный витреальную полость хрусталик без тотальной витреэктомии и использования перфтороорганических соединений.